Груша, ты где? Я здесь, матушка. Чего хотела? Приготовь мне платье новенькое, которое льняное, и платочек беленький, который красивый. Матушка, ты наряжаешься как на свидание. На свидание Господу. Матушка, ну что ж ты такое говоришь? Ну как же? Ты что, сиротами нас хочешь оставить? Мне 3 дня осталось. Матушка, ну что такое ты говоришь? Только Антонина не пришла. Груша, а ты Тоньку давно видела? Да она думать о тебе не хочет, матушка. Забыла она тебя совсем. А ты ее не суди. Это сейчас про меня помнят. А когда я умру, все забудут. Это сейчас дорога ко мне широкая. А потом и тропиночки не останется. Антонина новую дорогу откроет и людей ко мне приведет. Матушка, я сейчас. Слава Богу, что пришла. Чудотворица. 11-я серия. Христова невеста. Ее чтят и боготворят миллионы. Ее просят о невозможном. Женская заступница, покровительница бездетных семей. Она исцеляла больных молитвой, предсказывала будущее, помогала в решении семейных проблем и конфликтов. Она никому не отказывала в помощи, ни при жизни, ни после смерти. Впервые мы собрали по крупицам разрозненные и малоизвестные факты о жизни великой старицы и шаг за шагом восстановили путь святой Матроны Московской. Это невероятная история о чуде, которому есть место в жизни каждой женщины. Это уникальная фотография. Прощание с блаженной Матроной в доме на Сходне. В избе собрались только самые близкие, знакомые и послушницы старицы. В основном это женщины за 50 лет, в черных платках и темных одеждах. Но обратите внимание на эту высокую девушку с непокрытой головой. Ее имя Антонина. И именно к ней были обращены последние слова Матроны. Я тебя не оставлю, но и ты меня не оставляй. Каждый день приходи ко мне на могилку. Я там ждать буду. Это могила святой Матроны на Даниловском кладбище. Несмотря на то, что в 1998 году мощи старицы перенесли в Покровский монастырь, сюда до сих пор идут люди. Очередь выстраивается, когда паломники приезжают, субботу, воскресенье. Как без этого? Без Матрёнушки трудно жить. Только с ней. Трудно представить, но еще 40 лет назад здесь царило запустение. Все эти годы только один человек приходил на могилу к Матроне. Неважно, какая погода – мороз, жара или проливной дождь. Антонина Малахова каждый день ехала через всю Москву на Даниловское кладбище. Зимой чистила снег, летом высаживала на могилке цветы, красила ограду. Она поверила ее первому слову. Она приняла его как мотив всей своей жизни, что она должна после смерти быть на ее могилке и помогать ей. Это фотографии из личного архива Антонины Малаховой. Пожилая женщина принимает монашеский постриг. Спустя 50 лет сбылось еще одно предсказание Матроны. Быть тебе, Тоня, Христовой невестой. Считается, что человек, принимая монашеский постриг, умирает для прежней мирской жизни, и ему в связи с этим дается новое имя. Невероятно, но Антонину Малахову в момент пострига нарекли Матроной. Человек не сам имя выбирает. Я не знаю, как это получилось, что она именно это имя ей досталось. Но, видимо, тоже потому, что она всем существом была, так сказать, не привязана. Удивительный факт.
После принятия монашества и нового имени женщина начала терять зрение. К концу жизни монахиня Матрона, как и ее великая наставница, почти ничего не видела. Она совсем ослепла. Она по голосу узнавала людей. Антонина Малахова не любила разговаривать с журналистами. В последние годы вела затворнический образ жизни, сожгла почти все свои фотографии. Но в нашем распоряжении оказался уникальный видеоматериал. Единственное интервью Антонины Малаховой, записанное в 2000 году. Матронушку блаженную знала я, конечно, еще живую. Было мне лет 22. Вот. Была я у нее на станции Сходни перед ее смертью. Впервые мы расскажем историю жизни женщины, которую Матрона назвала своей преемницей. И с большой долей уверенности можем предположить, скорее всего, именно так развивались события. Антонине было 20 лет, когда она приехала в Москву из тульского села Подмоклое. Родные были уверены, такая, как Тонька, в Москве не пропадет. В деревне остались пожилые родители и 4 младшие сестры. Их нужно было кормить, поэтому выбирать Антонине не приходилось. Устроилась в котельную при первой градской больнице. Работа грязная, пыль и копоть от оборудования. Но Антонине не привыкать. В деревне и не в такой грязи работать приходилось. Впервые Антонина Малахова встретилась с Матроной на Сходне, где она принимала посетителей, страждущих. И отправилась она туда с мамой, которую беспокоили отношения с мужем. Журналист Мария Черницына слышала эту историю от самой Антонины Малаховой. Девушка тогда работала над статьей о Матроне Московской. В Свято-Успенском женском монастыре в Епифании ей удалось встретиться с Антониной. Мне, конечно, хотелось узнать как можно больше про Матрону, как их историю, как они там познакомились. Мне показалось, что она такой, что у нее сильный дух такой, то есть и есть ощущение, что она много пережила. Эта уникальная фотография святой Матроны Московской хранится в музее Блаженной в Кимовском районе Тульской области. Хранительница музея Тамара Константиновна Писарева лично получила ее в дар из рук Антонины Малаховой. На фотографии запечатлена Матрона в последние годы своей жизни. Такое ее впервые увидела Антонина в 50-м году на Сходне. Маленькие ножки, маленькие ручки, у меня такие пухленькие всегда были. Вот. Глаза так прикрытые были, потому что они были слепые у нее. Фотографии Матроны уже более полувека. Антонина Малахова строго наказала не менять рамку, не перепечатывать изображение. Она особенна тем, что эту фотографию Матронушка держала в руках. И фотография помнит тепло ее рук. На фотографии Матрона одета в обычную для тех лет одежду деревенской женщины. Но Антонина Малахова вспоминала, что старица очень любила себя украшать. Близкие, зная эту слабость Матроны, приносили ей в дар яркие ленточки. Была, значит, небольшой рост, сарафанчики носила такие пестренькие и кофточки. Она вот эту любила, бантики любила носить. Вот, к себе прилепляла бантики. Это любимое платье ее. Ножки-то у нее были ведь непослушные. Она их так вот складывала, пуговичкой всегда закрепляла, чтобы они, наверное, не разъезжались. Тонька разглядывала Матрону и удивлялась. Улыбка у старицы такая добрая. И как она с матерью разговаривает. Вроде ругает, но ласково. Сама виновата в том, что муж на тебя зол. Жена должна подчиняться супругу. Тоня, гони-ка от себя всех своих женихов, не твои они. Судьба твоя далека. А вы откуда про моих женихов знаете? Да, доченька, я все про тебя знаю. Она сказала, что с тобой мы еще встретимся. Скоро ты ко мне вернешься, потому что ты работаешь на вредном производстве, и у тебя проблемы со здоровьем будут. Антонина тогда в слова Матроны не поверила.
она никогда на здоровье не жаловалась. Конечно, работа в котельной вредная, но бабы по 10 лет пыль и грязь глотали, и ничего, живые. И через какое-то время она действительно обратилась к врачам, и у нее обнаружили затемнение в легких. Туберкулез, а возможно и злокачественная опухоль. Врачи сказали Антонине, что нужно срочно ложиться на обследование. Помоги. Дочка, ждала тебя. Матушка Матрона, как же так? Они сказали, что рак ведь, я же молодая еще. Простите, что вас тогда не послушала. Вы правы были. Эх, дочка, не помрешь, если будешь слушаться моих советов. Матушка, я все буду делать. Я буду на холоде спать, отвары пить, дышать как нужно правильно. Я все буду делать. Да угомонись ты, ягоза. Не надо никаких отваров. Нужно ходить в храм, молиться и свечки ставить. И все? И все. «Не буду я в храм ходить», – протестовала дома Антонина. «Засмеют на работе». С утра у девушки начался кашель с кровью. Тут уж мать не выдержала, сама повела дочь в ближайшую церковь. Показала, как молиться и куда свечки ставить. Удивительно, но после службы Антонине стало намного легче. Антонина, да, после совета Матроны ходить в церковь, в общем, стала такой выцерковленной. И действительно, через какое-то время она пришла опять проверять легкие, и выяснилось, что она исцелилась, уже там затемнение там исчезло. Теперь Антонина хотела узнать больше о Божьих чудесах. Как у Матроны это получается? Девушка твердо решила каждые выходные ездить на сходню. Она еще не знала, что самое главное предсказание от Матроны ждет ее впереди. Это маленькая часовня святой Матроны в далекой сибирской деревне Балман. Здесь никогда не гаснут лампадки. Евгений Харин строго следит за этим. Мужчина возвел часовню практически в одиночку на собственные деньги в благодарность за чудесное исцеление. Не присно и во веки веков. Аминь. Господи, спаси, сохрани. Господи, спаси, сохрани. Господи. Дайте силу, матушка. Сегодняшний день. Каждое утро Евгений Харин приезжает в часовню помолиться Матроне. И только потом отправляется на работу. Глядя на этого жизнерадостного мужчину, сложно поверить, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Я тебя ждала, да вот так мы любимся. Вот целоваться страшно любит. Закат. Это приемная моя доченька. Вот из церкви ее подобрал. Евгений родился с врожденным генетическим заболеванием. В организме не задерживается кальций. Кости под тяжестью тела гнутся. При ходьбе Евгений испытывает сильную боль. Любое неудачное движение и тут же перелом. Полсвета объездил. Где только не делали, где только не ломали, и что только не делали. И штыри, и пластины, и спицы. Все везде ставят. Ставят, убирают, ставят, убирают. 4 года назад, после очередной 11-й операции, Евгений не смог встать с кровати. Он вспоминает, было такое отчаяние, что и жить не хотелось. Евгений надеялся вернуться домой на ногах, а получилось, что даже вставать с постели не мог. Врачи сказали, что кости больше не срастутся. Ни с кем общаться, не разговаривать, ничего не хотел. Ходил сам себе, вот не хуже, как кот. Туда из угла в угол, из угла в угол ходил, примыкался, не знал, чем заниматься. Думал, что жизнь все остановлена. Но однажды мама Евгения привезла в больницу книгу «Житие святой Матроны Московской». Начал читать. Тоже все от корки до корки я прочитал. И молился, просил ее: Господи, матушка, помоги, если действительно ты делаешь чудеса людям, сделай так, чудо. Ну, говорю, я обязательно тебе приеду в Покровский монастырь, я тебя отблагодарю. А через несколько месяцев поехал в Нетон, посмотрел, говорит, у тебя кость уже срослась, то есть ты можешь без костылей. Первым делом Евгений выполнил свое обещание. Поехал в Москву, в Покровский монастырь, к мощам Матроны. Очередь большая, и рака
красивая рака, золотая рака стоит. Вот это вот, и вся в цветах, все везде вокруг цветы, и в лампадах все везде горит. Свечи, вот, запах от свечи, вот это вот церковное все, вот это просто такая атмосфера. И когда оттуда вышел, легкость такая, на душе так легко стало. Из Москвы в деревню Харин вернулся уже с тросточкой. Односельчане ахнули. Это настоящее чудо. А Евгений твердо решил построить в честь Матроны в своем маленьком селе часовню. Мы говорили ему, что ты, что, зачем, что это... Все-таки здоровье надо поберечь, туда-сюда. Ну, захотелось ему, я строю для себя. Сейчас у Евгения Харина есть мечта – построить рядом с часовней храм. Он уверен, матушка Матрона поможет ему и в этом. Сама Матрона часто говорила: лечиться нужно обязательно. Тело – домик Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя. На этой иконе святая блаженная Матрона исцеляет болящего, реальный случай из жизни святой старицы. И произошел он на глазах у Антонины Малаховой. Однажды к Матроне пришла женщина, она просила за своего мужа. Тот не мог ходить, отнялись ноги. Матрона сказала, пусть идет к ней, ползет, как только возможно, добирается. И вот там 4 или 5 километров этот человек полз к ней. Приполз все-таки, обрадовалась Матрона. Теперь вставай и иди. К удивлению всех присутствующих, мужчина встал на ноги. Под впечатлением от увиденного Антонина даже попросила у Матроны передать ей свой дар. Она тоже хотела людям помогать. Но старица лишь покачала головой. А ты в больнице своей помогай. Вот и будет от тебя польза. Это тоже, был начальный ее путь служения Богу, то есть и людям, и Богу, то есть начальный, потому что медицинская сестра, мы знаем, что искусство врача от Бога, и эта медсестра, она тоже, так сказать, к этому причастность имеет. И то есть человек, то есть она уже пришла в поликлинику, и, зарабатывала себе на хлеб насущный, служила людям, и так сбылось ее предсказание Матронушки. Прилежную и расторопную Антонину забрал к себе в корпус знаменитый хирург Александр Бакулев. Очень ему нравилось, что она, такая юная, а к работе серьезно относится. В воспоминаниях Зинаиды Ждановой даже описан такой случай. Сам ученый попал в больницу с сердечным приступом. От отдельной палаты Бакулев отказался. Хотел лечиться наравне со всеми пациентами. Но просил, чтобы медсестра у него была только Антонина. Бакулев считал, что она к своей работе относится серьезно. Не строит пациентам глазки, не флиртует, даже косметикой не пользуется. Значит, девчонка не за женихами пришла, а искренне помогает людям. Краской красить свое лицо грех. Женщина для чего это делает? С нечистыми помыслами, чтобы мужчину завлечь. Она искажает свой истинный образ, дарованный Господом. Тот урок Матроны Тонька хорошо запомнила. Дома косметику в ведро мусорное выкинула. И оказалось, что права была матушка. Девчонки-санитарки румянились, ресницы красили, волосы завивали, а все равно мужчины к Тоньке тянулись. Говорили, что живая, естественная. Коллеги и пациенты заглядывались, замуж звали. Девушка кокетливо улыбалась, но все предложения отвергала. «Не время еще. Мое ждет меня впереди», — объясняла она подружкам. Матронушка, вот ты будущее видишь. Скажи мне, когда я кого-нибудь полюблю, а? Вчера он Колька в кино приглашал, сегодня Витька. А я как деревянная, никому душа не лежит. А гони-ка от себя всех своих женихов. Не твои они все. Твой еще далеко. А ты откуда знаешь? Видишь, что ли? Знаю, а видеть не могу.
Его никто не может видеть. А что это за жених-то такой? Быть тебе, Тоня, Христовой невестой. Да ты в своем уме? Мне 20 лет только, за мной женихов очередь, и ты хочешь, чтобы я старой девой осталась? Ты избрана для большого служения, и муж тебе в этом помеха. Ты должна одна пройти свой путь. Да почему кто-то должен моей судьбой распоряжаться? Хоть Бог, хоть дьявол, только я сама себе хозяйка. Не нужен мне такой жених, и ты мне не нужна. Всю ночь Тонька рыдала в подушку. Как это, Христова невеста? Она молодая, красивая, ей замуж хочется, детишек. Матрона сказала Антонине, что она будет монахиней в старости. Конечно, там в 20 лет Антонине было трудно это себе представить, и она жила нормальной человеческой жизнью. После того разговора Антонина перестала приезжать на сходню. Она и матери запрещала упоминать о блаженной, словно хотела вычеркнуть из памяти. «Гордость мешает к Богу идти», – часто говорила Матрона. «Если человек свернул с предназначенного пути, то петлять будет долго, заблудится по жизни, но счастья не найдет». Гордость – это корень всех зол, корень всех остальных грехов, потому что гордостью согрешил сатана, гордостью согрешили Адам и Ева. Именно гордыня, они захотели стать как боги. Гордостью отпала треть ангелов, то есть во всем виновата гордыня. Поэтому всякий человек, который гордец, ему трудно жить. Отец Евмений, настоятель Николо-Бирюковского монастыря, говорит, если бы ему в 20 лет сказали, что он станет монахом, рассмеялся бы тому человеку в лицо. Хотя сейчас признается, еще в детстве у него были необычные видения. Просто тогда он не мог расшифровать эти знаки. Видел себя в облачении во сне. Это был такой момент, я так удивленно просыпался, что вот, да, как-то я в облачении, в священническом, с кадилом в руке, почему, непонятно. Но это вот мне снилось. На этой фотографии отцу Евмению, тогда еще Жене Лагутину, 20 лет. Он студент института имени Баумана. Факультет космического машиностроения Женя закончил с отличием. Я работал на НП «Энергии», город Королев, есть такая организация НП «Энергии», которая и сейчас главная у нас по строительству различных моментов космических систем. Это и «Буран» был там, разрабатывался, мы курировали. Это и ракета «Протон», это и ракета «Союз». Молодой специалист, блестящая карьера. Немногие его друзья могли похвастаться такими достижениями. Сейчас отец Евмений говорит, что все это время чувствовал, что живет не своей жизнью. Одно время, пытаясь найти свой путь, он увлекался эзотерикой. Но это привело к еще большей депрессии. Все изменилось в один день. Евгению было 25 лет, когда на его глазах произошло чудо. У нас была иконочка, которую я помню с детства. И у бабушки она была такая старенькая, там даже разглядеть трудно было лик. Там Спаситель был изображен. Настолько она почерневшая была. И вот в один из таких постовых дней Великого Поста она обновилась полностью, покрылась миром, как будто ее заново написали. То есть яркие цвета, розовые щеки. Вот такое чудо лично на моих глазах произошло у моей бабушки. Икона обновилась полностью. После чуда с иконой Евгений начал ходить в храм. Только там на душе становилось спокойно. В мире, конечно же, не получалось жить гармонично, потому что чего-то не хватало. Евгений бросил престижную работу и устроился сторожем в церковь. Говорит, что именно тогда он понял свое предназначение – посвятить жизнь служению Богу. В 30 лет он принял монашеский постриг. Нашел, так сказать, точку успокоения для души. Вот прямо по Евангелию так Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы. То есть вот этот покой я обрел в душе своей только после того, как пришел к Богу. Позже Антонина Малахова скажет, что сначала не обращала внимания на знаки, которые подавала ей Матрона. О предназначении Антонины матушка знала, да только девушка и слушать ничего не хотела. Гордость и совесть часто борются в человеке, говорила Матрона.
После ссоры с Матроной Антонина не находила себе места. Нехорошо вышло, что обиделась на матушку, ведь та всегда ей только добра желала. А то, что она сказала про монашеское призвание, все равно принять постриг ее никто не заставит. Груша говорила, что Матрона при смерти. «Видеть меня хочет», — рассуждала Тонька, «а я бегаю от нее, как предатель». Груша, ты где? Я здесь, матушка. Чего хотела? Приготовь мне платье новенькое, которое льняное, и платочек беленький, который красивый. Матушка, ты наряжаешься как на свидание. На свидание Господу. Матушка, ну что ж ты такое говоришь? Ну как же? Ты что, сиротами нас хочешь оставить? Мне 3 дня осталось. Матушка, ну что такое ты говоришь? Только Антонина не пришла. Груша, а ты Тоньку давно видела? Да она думать о тебе не хочет, матушка. Забыла она тебя совсем. А ты ее не суди. Это сейчас про меня помнят. А когда я умру, все забудут. Это сейчас дорога ко мне широкая. А потом и тропиночки не останется. Антонина новую дорогу откроет и людей ко мне приведет. Матушка, я сейчас. Слава Богу, что пришла. Антонина хотела было попросить прощения за свою выходку, но Матрона перебила ее. Да, матушка. Я теперь к тебе каждый день приходить буду. Прости меня, глупую. Да я на тебя и не держу обиду. Позже вспомнишь мои слова. А встречаться будем не здесь, а на могилке. Как на могилке? Там мы увидимся. Матушка, да что же ты говоришь такое? От того, что предначертано Господом, Тонюшка, не уйдешь. Наша Матронушка за 3 дня предсказала свою смерть, что она умрет. Сказала день какой, в какое время. Тогда все люди опечалились. Жалко было потерять такого человека, но ее подошло время. Антонина вспоминала, что матушка сильно волновалась, правильно ли приготовилась к смерти. Хожалки вызвали отца Дмитрия, который исповедовал Матрону. «Неужели ты, праведная, смерти боишься?» – удивился батюшка. «Еще как боюсь», – прошептала блаженная. Она сложила свои ручки уже перед смертью и сказала: отец Дмитрий, правильно я так лежу, сложила ручки? Но отец Дмитрий сказал: ну что ты, вот ты все правильно сделал, что я там знаю, ты больше меня знаешь, Матроночка, все правильно ты сделал, ручки в тебе лежат правильно. В последние часы Матрона старалась как можно больше передать людям. И хоть силы оставляли ее, она много говорила о будущем, предупреждала о грядущих бедах. Тогда, когда она умирала, говорила, что молитесь, время плохое подходит, молитесь, молитесь, конец близок, молитесь. Меньше житейским делами занимайтесь, обращайтесь, спасайте свою душу. Антонина Малахова дословно запомнила слова Матроны. «Умру, ставьте на канун за меня свечки, самые дешевые. Ходите ко мне на могилку, я всегда буду там, не ищите никого другого. Все поверяйте мне, а я буду вам вкладывать мысли, что вам делать и как поступать. Наступает время прелести, не ищите никого, а иначе обманетесь, и молитесь, чаще молитесь». В ночь с 1 на 2 мая блаженная Матрона скончалась. Антонине приснился сон. Матушка стояла перед ней в светлом платье и улыбалась. Девушка поняла. Матрона пришла прощаться. А утром она узнала, что старица умерла. Антонина вспомнила, что во сне матушка попросила срочно ехать в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру, предупредить монахов. Быстро встали, оделись и поехали.
Когда приехали туда, отстояли службу, началась панихида. Мы подали бумажку на панихиду, на пристань блаженной Матроны. Тогда батюшка, который служил панихиду, сказал, что кто подал бумажку, кто подал бумажку. Мы говорим, мы подали. Она что, умерла? Мы говорим, да, умерла. А когда? Ну, мы сказали, когда, что сегодня в 6 часов ее привезут в храм Ризоположения. Это храм Ризоположения на Донской улице в Москве. Сюда 2 мая со станции Сходня доставили тело блаженной Матроны. В настоящее время храм Положения Ризы Господней стал также особо почитаться верующими как место отпевания блаженной Матроны Московской. Как известно, блаженная Матрона сама завещала отпевать ее в нашем храме. Настоятелем храма в те годы был священник Николай Голубцов. О нем говорили, что он человек прозорливый. Матушка очень его любила, приезжала к нему за благословением. 4 мая 1952 года отец Николай совершил отпевание Матроны Дмитриевны Никоновой. Эти фотографии были сделаны во время заупокойной службы и прощания с телом матушки. Лежала она на середине храма. Все к ней приходили, поклонялись. Как бы на прощание открытое было, потому что она была не монашенка. Вот, лицо открытое было, ручки открытые были, к ручкам прикладались все. Похоронили Матрону Никонову на Даниловском кладбище. Так она сама завещала. Где был один из немногих действующих храмов в окрестностях Москвы. Там шли литургии, и она вот хотела слышать колокольный звон. И, собственно, вот туда вот Антонина Малахова стала навещать ее, эту могилу практически каждый день. Я ходила к ней, но пока я работала, я просто контролирую. Там были бабушки. Я ходила 10 остановок пешком от Петроградской больницы после 3 часов дня. Антонине было только 22. Ежедневные поездки на кладбище поначалу давались девушке с трудом. Молодость брала свое. А вскоре Тоня и с парнем познакомилась. Виктор ей очень понравился. Спокойный, работящий, за таким, как за каменной стеной. Поэтому Антонина не раздумывала, когда Виктор сделал ей предложение. О словах Матроны старалась не вспоминать. Думала, ошиблась матушка. Вскоре свадьбу сыграли. Антонина была хорошей хозяйкой. Все старалась угодить мужу. В суете да заботах совсем о Матроне забыла. Да и некогда стало на кладбище бегать. Сынишка родился. Месяца не прошло после рождения сына, как отношения в семье стали портиться. Виктор ревновал Антонину к сыну, упрекал, что все внимание ему, а о супруге забыла. Словно в отместку стал на работе задерживаться, выходные чаще с друзьями, чем с семьей проводил. Антонина ночью слезы глотала. Жизнь не складывается, а пожаловаться некому. Тут она вспомнила про Матрону, и сердце защемило. Во-первых, Матрона являлась ей во сне. Один раз она явилась во сне и сказала, что могилу ее как-то вот засыпали, что ей там тяжело. Антонина с утра бросилась на кладбище. Увидела, что могилка матушки совсем заброшена, а деревянный крест сгорел. Стала у Матроны прощения просить, что забыла о ней, волю ее не исполняет. Стала вновь на кладбище каждый день ездить. Мужа это еще больше злило. Упрекал: все о Матроне своей думаешь. Большую часть своей жизни Антонина потратила на служение и почитание Матроны. И, видимо, это как-то и помешало ее семейной жизни. Не каждый мужчина это, в общем, примет тоже. Вскоре Антонина и Виктор приняли решение развестись. Ну ничего, справлюсь. На тот момент их сыну было всего 2 года. Но Антонина не жалела о своем решении. «Я, когда замужем была, словно не своей жизнью жила», — говорила она подругам. Те только жалели. «Тяжело тебе будет одной». Но Антонина точно знала, матушка Матрона ее не оставит. Посвятила жизнь Богу.
Вот она так и жила. Она больше не выходила замуж. И всем говорила, что спасение не в замужестве, а спасение в Боге и в молитве. Ну вот, матушка, вдвоем мы с тобой остались. Но даст Бог, я тебя не брошу. Все сделаю, как ты сказала. Каждый день Антонина Малахова ходила на Даниловское кладбище. Если мороз, забегала хотя бы на 5 минут. В дождь пряталась под крышей сторожки. Друзья смеялись. Тонька живет на кладбище. Сначала еще пытались звать, как прежде, в походы, на лыжах кататься. Она отказывалась. Шутки сменились сплетнями, а потом неприязнью. Я думаю, что вот эта встреча с Матроной, она на Антонину произвела такое впечатление. Внутренне, может быть, она приходила к тому, что она станет невестой Христовой когда-нибудь. Монахиня София Ищенко говорит, что самое сложное – это начать путь к своему призванию. Когда она приняла решение уйти в монастырь, многие из ее родных, друзей отвернулись. Для всех было шоком, что я стала монахиней. Очень многие ругали, оскорбляли, обижали. Говорили, если монахиня, вот забейся в угол, иди в какой-нибудь монастырь там и сиди. Матушка София приняла постриг уже в зрелом возрасте. Сегодня весь мир знает ее как президента православного кинофестиваля «Встреча». С ее мнением считаются чиновники и деятели культуры. Но в начале этого пути ей пришлось преодолеть немало трудностей. Очень трудно было, очень обидно было. Вот потом все привыкли. И теперь я вот в этом смысле я этого не чувствую. Сложнее побороть внутренние страсти. Вот это значительно сложнее. Монахиня София, в прошлом Надя Ищенко, воспитывалась в коммунистической семье. О Боге ей рассказывала бабушка, но мать запрещала эти разговоры. Но ведь кто-то создал землю и человека, думала Надя. Я все время спрашивала у своего педагога, ну как же так, если по ленинской теории мысль рождается в коре головного мозга, то как в одну и ту же голову приходят плохие и хорошие мысли? Ответ Надя искала в книгах. Литература попадалась разная. Случайно в бабушкином сундуке наткнулась на псалтырь. Когда я прочитала впервые псалтырь, мне стало абсолютно понятно, какова связь человека и Бога, как это происходит, и что Бог абсолютно точно есть. Это были 60-е годы. В церковь тогда ходить было стыдно. Надя жила, как все. Преподавала в институте психологию, вышла замуж, родила детей. На жизнь не жаловалась. Она и не думала, что у нее какое-то особое призвание. Где-то мне было, наверное, за 30, 36, 37 лет. У моего мужа умерла мама, и надо было заказывать панихиду. До этого я в храм заходила так, поставила свечку и вышла. А здесь я вынуждена была простоять панихиду. Знаете, у меня было такое чувство, что я вернулась в семью, что я вернулась в дом, в родной дом. Мне там было очень хорошо. С этого дня она стала каждый день ходить в церковь, помогала организовывать православные фестивали, конференции. Но всегда в голову приходила мысль: а что дальше? Однажды ее остановил знакомый монах и огорошил вопросом. Почему ты постриг не принимаешь? Почему ты постриг не принимаешь? Я говорила: батюшка, да я не готова, да я не созрела, да я вообще не представляю, что такое монашество. Он меня все время как-то к этому подталкивал. Я все время отшучивалась. После этого разговора Надежду не оставляли мысли: а вдруг монах прав? Вдруг это ее путь? Возможно, она так бы и не решилась на этот шаг, если бы не один случай. Я поехала в Оптину пустынь на
конференцию по православной культуре. И один монах мне говорит, что через несколько дней будет постриг, женский постриг. Был Великий пост. Ой, я ему говорю, ой, отец Элеодора, а можно мне посмотреть? Он говорит, что тебе смотреть? Возьми да постригайся. Надежде было 50 лет, когда она приняла монашеский постриг. Но тогда она и представить не могла, что скоро станет самой знаменитой монахиней России. В мире все устроено не по нашему хотению, а по Божьему промыслу. И Божий промысел, Богу же все возможно, это бывает настолько неожиданно. Неожиданно, всякий раз неожиданно для самого человека. Антонина Малахова тоже задумывалась, что будет в ее жизни дальше. Уже несколько лет она была единственной, кто приходил на могилу Матроны на Даниловском кладбище. Изо дня в день. А если со мной что-то случится? Размышляла Антонина, кто будет вместо меня? Тогда она и представить не могла, что скоро ее жизнь изменится. Матрона словно испытывала ее. Она очень была близка духом с Матроной и помогала через некоторых людей, не только меня, и еще были люди, восстанавливать духовную жизнь этим людям, потому что она все время твердила мне, надо любить людей вокруг себя, молиться. Сначала люди приходили, приносили цветы, повторяли за Антониной слова молитвы и уходили. Но потом на Даниловском кладбище стали происходить настоящие чудеса. Она стояла, когда на кладбище, то приходили люди и говорили, этот бросил пить, этот там ребенок выздоровел, этот ребенок выздоровел, этот ребенок выздоровел. То есть поняли, что какую-то помощь большую, духовную несет сама Матронушка. Скоро Антонина и сама стала молиться за людей. Вспоминала, как это делала Матрона, и повторяла слова молитвы. Близкие Антонины Малаховой уверены, святая передала своей преемнице чудесные способности. Я могу сейчас показать фотографии, которые у меня остались от схемонахини Матроны. Когда она ездила к больному мальчику, фотография больному мальчику, который плакал, а потом после нее засыпал. Родители просили, чтобы она приезжала. Этому мальчику врачи поставили диагноз ДЦП. Ребенок постоянно страдал от сильнейших мышечных болей. По воспоминаниям Валентины Ивановны, отчаявшиеся родители привезли сына на могилку к Матроне. Тот только увидел Антонину Борисовну и сразу успокоился. Сама Антонина говорила, это Матрона давала ей силу. Слухи о чудесах распространялись быстро. Поток людей на Даниловское кладбище с каждым годом увеличивался. Люди приходили, с людьми надо было беседовать, разговаривать, рассказывать, поскольку книги не было. Пришлось все рассказывать, какие она чудеса делала, когда она была жива, и поскольку я это все знала. Ну и люди с охотой слушали, даже плакали. Рядом с могилкой Матроны на кладбище Антонина Малахова провела почти 46 лет. Она выполнила обещание, которое когда-то дала старице. Казалось, Антонина завершила все свои дела на земле. Только одно пророчество матушки для нее осталось неисполненным. Быть тебе, Тоня, Христовой невестой. Те самые слова, которых в юности так боялась Антонина. Но теперь она знала, для нее нет другого пути. Но опять-таки промысел Божий. Если бы она даже захотела принять постриг, но Господь бы не благословил, она бы его не смогла принять. Конечно же, Господь промышляет. Конечно же, Господь заранее знает до рождения человека еще, что будет в его судьбе происходить. И Господь посылает ему в свое время и вразумления, и книги, и людей, и события, и какие-то, может быть, и болезни, какие-то страдания для его вразумления. Матушка София хорошо помнит тот день, когда она решила стать монахиней. В одно мгновение все страхи и тревоги исчезли. Мне было так спокойно и хорошо. Вы знаете, как бывает, наверное, потом мы забываем, маленькая девочка лет
3-4, даже не 5, 5 уже начинает соображать, лет 3-4, когда тебя взрослый взял за руку и ведет. И тебе не надо ни о чем думать, ты доверяешь этому взрослому, ты просто идешь рядом. Вот такое состояние тишины душевной было. Такие чувства испытывала и Антонина. В 1999 году Малахова приняла решение уйти в монастырь. Матушка дала своей преемнице еще один знак, когда батюшка, принимающий постриг, огласил ее новое имя – Матрона. Во Христе ее назвали Матроной, то есть имя она сама себе выбрать не могла, но предсказание Матроны Московской сбылось. Но став монахиней, она стала резко терять зрение и тоже ослепла под конец жизни практически, как ее наставница. Антонина перестала видеть, но обрела иное зрение, духовное. Последние годы своей жизни она провела в Свято-Успенском женском монастыре в поселке Епифань Тульской области. Валентина Ивановна Стрельникова помнит, как инокиня предупредила ее о своей смерти. Когда я последний раз приехала к ней за полгода до ее смерти, то она просто по голосу уже узнавала. Ну и так тепло встретила и обнимает, целует, как будто бы видимся последний раз. Она мне сказала, мы видимся последний раз. Через полгода она отошла к Господу. Валентина Ивановна удивлялась, ведь это очередное чудесное совпадение в судьбах Матроны Московской и Антонины Малаховой. Ведь святая старица тоже точно знала, когда умрет. Прощаясь с подругой, Антонина Борисовна просила запомнить ее послание людям. Удивительным образом слова Малаховой совпали со словами ее наставницы. Надо молиться, чтобы спасти Россию. Потому что если мы не будем молиться, то России не будет. Это матушка Матрона все время говорила об этом. Спасайте Россию. Молитесь, молитесь, на коленях просите Бога, чтобы спас Россию. Преемница святой Матроны Московской Антонина Малахова закончила свой земной путь 24 января 2014 года. Она умерла в возрасте 84 лет. Всю свою жизнь Антонина ощущала незримую связь со своей великой наставницей и шла тем путем, который ей завещала матушка. Близкие говорят, что монахиня умирала с улыбкой на устах. Антонина выполнила свое призвание и знала, что святая Матрона будет встречать ее за порогом смерти.